Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Украина предложила Евросоюзу временно задействовать нефтепровод Одесса-Броды для транзита топлива в Венгрию и Словакию вместо дружбы. Почему Казахстану и Азербайджану не стало интересно замещать Россию на данном направлении? Александр, пожалуйста, прокомментируйте. Да, Одесса-Броды вместо дружбы. Ну, вообще, Одесса-Броды– это труба довольно странная. Сам по себе проект задумывался и начал реализовываться лет 30 назад. Реализован был, ну, то есть физически был построен почти 25 лет назад. Там чуть менее, но в данном случае не важно. То есть уже четверть века этот нефтепровод существует. По сути, это такой, ну, будет не совсем справедливо так его назвать, но, знаете, в качестве легкой шутки это можно назвать аппендиксом к дружбе. То есть вот Украина предложила Венгрии и Словакии аппендикс к дружбе. Вот прям, чтобы подчеркнуть всю безумие существующей ситуации. А Одесса-Броды, по сути, это нефтепровод Одесса-Броды, который примыкает к, ну, который, собственно говоря, соединяется с нефтепроводом Дружба. Первоначально предполагалось, что по этому нефтепроводу будут в Европу поставлять свою нефть страны Каспия и Казахстан. Ну, собственно говоря, кто из стран Каспия может поставлять нефть? Ну-ка, Азербайджан. Ну, то есть, конечно, теоретически мы можем назвать страной Каспия Иран и сказать, ну вот, еще Иран мог бы поставлять нефть, но Украина настолько далеко в своих фантазиях не заходила, хотел бы сказать я, но с другой стороны, Юлия Тимошенко лет так 20 назад какие-то такие идеи высказывала, там, правда, речь шла про газ, но ладно, мы сейчас настолько древнюю, дряхлую и неинтересную историю вспоминать не будем. Одесса-Броды. Предполагалось, что нефть, скажем, из Казахстана, нефть из Азербайджана будет поставляться куда-то на побережье Черного моря, грузиться в танкеры. Танкеры будут идти через Черное море в Одессу, потому что это очень выгодно. Нет зависимости от проливов. Нет зависимости от проливов. Это же очень хорошо. Так вот, танкер зашел в порт Одесса, разгрузился. Нефть поступила на соответствующий терминал, через соответствующие процедуры прошла и стала прокачиваться по нефтепроводу потребителям в Европе. Ну, потребители в Европе, очевидно, в общем-то, это те потребители, которые сидели на южной ветке нефтепровода «Дружба». Ну, потому что в Бродах европейских потребителей почему-то до сих пор нету. Как-то так получается. Соответственно, если это аппендикс от «Дружбы», то, значит, поставлять нефть надо было куда-то в Венгрию, Чехию, Словакию. В этом плане предложение, которое озвучивалось из Киева, ну, звучит, наверное, даже годным к рассмотрению. Я по-другому вот сейчас сформулировать, извините, не могу, но вот его можно рассмотреть, потому что, ну, проблема у кого? У Венгрии и Словакии. А первоначально планы как раз подразумевали, что а вот можно куда-то туда отправлять нефть. А вот посмотрите, мы сейчас будем принимать эту нефть, прокачивать, и вот, пожалуйста, вы ее получите. Но тут возвращаемся в нулевые годы, в начало десятых годов. Ну, то есть, когда этот нефтепровод пытались пристроить. Еще раз, его построили в надежде на то, что из Азербайджана, из Казахстана нефть будет через Черное море до порта Одессы и далее прокачиваться. Что не так в этой схеме? Ну, кроме того, что у Азербайджана есть другие возможности прокачивать нефть, притом прокачивать так, чтобы, ну, там с Турцией расширять взаимоотношения, с которой у Азербайджана отношения очень тесные. У Казахстана есть у Казахстана есть КТК. Ну, не совсем у Казахстана, скорее у Казахстана и России, ну или точнее у российско-западных компаний, казахстанских компаний. В общем, у консорциума компаний есть КТК.
В России прошла большая государственная проверка значимых объектов критической информационной инфраструктуры, и результаты вызывают тревогу. Только 36% организаций, среди которых, например, крупные банки, промпредприятия или электростанции, достигли минимального уровня киберзащиты. Одна из главных причин – дефицит квалифицированных специалистов по информационной безопасности. И они сегодня востребованы не только в госсекторе, но и в бизнесе, от маркетплейсов до служб доставки. Их зарплата в среднем составляет 120 тысяч рублей, а может быть и намного выше. Стать высокооплачиваемым киберзащитником можно после прохождения образовательного курса «Специалист по информационной безопасности» от онлайн-школы Skill Factory. Основной упор в обучении здесь делается на практику. Вы будете разбирать реальные уязвимости на задачах компаний-партнеров, моделировать атаки и тренироваться на рабочих задачах. Также вы освоите навыки взлома, используя виртуальные площадки, чтобы понимать, как грамотно защищаться. Изучите устройство операционных систем Linux и Windows. Научитесь программировать на Python, писать скрипты на Bash и SQL. Примите участие в соревнованиях по спортивному хакингу, а этот пункт здорово ценится среди работодателей. Также получите возможность пройти стажировку. По итогам получите портфолио с работами и дипломом о профессиональной переподготовке, а карьерный центр школы окажет поддержку при поиске работы. Дополнительно в феврале школа дарит 3 мини-курса и дает повышенную скидку до 60%. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и вводите промокод Геоэнергетика. Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Каспийский трубопроводный консорциум. Собственно говоря, как КТК расшифровывается. Это труба, которая проложена до побережья Черного моря. Там, на этом побережье, в порту, танкеры грузятся и отправляются дальше к потребителям. К потребителям. То есть вы загрузили танкер, танкер ушел. Зачем ему подходить в другой порт, сгружать эту нефть и прокачивать ее, собственно говоря, покупателю, чтобы что? Чтобы усложнить логистику, чтобы, возможно, сделать более долгим путь нефти. То есть можно, конечно, представить себе схемы, при которых вот этот путь является более выгодным, более эффективным. И я даже могу подкинуть такие варианты, что если бы действительно на рынок Венгрии, Чехии, Словакии очень сильно нацеливались бы такие страны, как Казахстан, компании, которые там добывают нефть. Казахстан и Азербайджан, в общем, компании, которые там работают, нацеливались бы на вот эти 3 рынка, то да, наверное, Одесса-Броды можно было бы эксплуатировать, но в чем плюс такой схемы перед поставками по дружбе? То есть есть нефтепровод «Дружба», к которому присасывается вот этот вот Одесса-Броды, и уже по нефтепроводу «Дружба» эти страны получают нефть. Эту нефть сразу качают по трубе. Ее не качают по трубе, загружают на танкер, танкер дошел до другого порта, разгрузили нефть, закачали в трубу и передали потребителям. Докачали до дружбы и по дружбе дальше качают потребителям. Нет, просто по дружбе напрямую идут поставки. В конце концов, если бы очень хотелось, можно было бы какие-нибудь своповые операции проводить. Опять же, украинская вот эта вот труба здесь была бы не нужна. Но куда сейчас идет нефть, скажем, которая добывается в Казахстане? Например. Она идет в Италию. Внимание, вопрос. Зачем Одесса-Броды в схеме, когда вы загрузили танкер, он дошел до потребителя, по сути, до целевого рынка итальянского, там выгрузили, вот, пожалуйста, вы можете нефтью пользоваться. Да, понятно, ее надо еще докачать там до нефтеперерабатывающего завода, но, по сути, количество операций, которые с этим одним баррелем надо проводить, в такой картине гораздо меньше. Это я уж не касаюсь вопроса о том, что, как вы через дружбу в Италию будете прокачивать нефть? Очевидно, никак. Что ж этого? Не видели люди, которые задумывали этот гениальный проект? Почему? Они в целом видели эту проблему. Поэтому они заговорили о том, что
А вы знаете, году в 2006-2007 еще, то есть лет 20 назад заговорили о том, что, а вы знаете, а вот можно достроить трубу до Польши. И вот Польша будет получать нашу нефть, Одесса, Броды, Польша. Ну, какая-то Польша, вот где-то в Польше. И после этого нефть, которую мы прокачали, будет перерабатываться и все такое прочее. Ну, конечно, да, танкер гонять вокруг Европы из Казахстана, вот танкер, загруженный в Новороссийске с казахстанской нефтью, гонять вокруг Европы до Польши, может быть, было бы более сложно, если бы, в принципе, казахстанская нефть очень сильно стремилась бы конкретно на польский рынок, а не на более близко расположенные, удобные и, в общем-то, потребляющие эти объемы. Ну вот, предположим. То да, вот если бы казахстанская и азербайджанская нефть очень стремились бы на бездонный польский рынок, ну, наверное, такая бы схема работала. Одна проблема. Польский рынок относительно скромный, а кроме того, ну, а трубу надо было найти деньги. Вот каждый раз, когда это гениальная идея. А давайте, хорошо, мы не будем на Венгрию, Чехию, Словакию рассчитывать, потому что они почему-то предпочитают просто по прямой получать нефть без нашего посредничества. Странно, всем нужно наше посредничество, кроме вас и всех остальных, кому мы его предлагаем. Удивительное дело. Так вот, мы предложим наше посредничество Польше. Польша, дай денег. Польша, у которой своих денег нету, она живет в долг у Европейского Союза, она получает дотации, и без дотаций из бюджета Европейского Союза польская экономика не работает. Вот, поляки поворачиваются куда-то в сторону Брюсселя и говорят: Брюссель, дай денег. На что? На вот это. На это не дам. И, собственно говоря, гениальный проект Одесса-Броды какое-то время, конечно, работал, принимал нефть, где-то там даже венесуэльская нефть мимо пробегала, которая нацеливалась на белорусский рынок. Да, бывали такие у нас времена. Белоруссия и Россия периодически конфликтовали на нефтегазовой почве. Тут у белорусского руководства появлялись интересные идеи, откуда брать нефть, в том числе из Азербайджана. В этом плане азербайджанская нефть, конечно, доходила до Одессы-Броды, но, опять же, мягко скажем, это не было целевым рынком, это не было целевой артерией, на которую вот азербайджанская нефть изо всех сил рассчитывала и на которую ориентировалась. Ну, такое бывало. Ну, а в текущих обстоятельствах, вот мы, знаете, в день сегодняшний пришли. Ну, какой порт Одессы? Вы чего? Ну, нефтяные танкеры будут заходить в порт Одессы? Но с точки зрения получателя этой нефти и продавца этой нефти, то есть с точки зрения транзитера, мы массу голосов за можем найти. Живой щит. Ну, то есть вы подогнали к портовым мощностям какие-то танкеры стоят. Ну, кто же будет сейчас что-нибудь ломать в нашем порту, пока тут вот танкеры? Никто не будет. Прокачать по нефтепроводу нам деньги заплатят. Какая красота. А с точки зрения продавца в чем смысл? И с точки зрения покупателя в чем смысл? С точки зрения продавца, ну не проще ли? Вы же сами там говорили, что этот потрясающий нефтепровод нужен, чтобы не зависеть от проливов. Ну так, чтобы не зависеть от проливов, можно танкер подвести к Хорватии, с которой венгры договорились о прокачке нефти. Да, там есть вопросы, касающиеся пропускной способности трубы, идущей от Хорватии до, собственно говоря, вот, той трубопроводной системы, которая позволяет прокачивать нефть в Венгрию. Этих мощностей не хватает. Ну, по крайней мере, так на этом настаивает венгерская сторона. С учетом загрузки еще и сербских нефтеперерабатывающих мощностей. Это имеет смысл. То есть, эта труба, она ведь не работает только на Венгрию. Ну, вот как-то так. Так вот, но в любом случае, с ними договорились, подогнали танкер, разгрузили, доставили нефть. Да, временное решение, но это временное решение лишено массы рисков, ну, находящихся за пределами обычной работы нефтяного рынка, давайте так это назовем, с которыми связана доставка грузов в Одессу.
Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.